Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики, с вами команда Юпитер Стар, и я Валентин Бахвалов. И сегодня мы обсудим такой вопрос, как развод, и как в процессе развода вообще делится ипотечная квартира. По данным аналитического центра Дом РФ, в первом полугодии 2021 года гражданам выдали 907 тысяч ипотечных кредитов, чтобы купить недвижимости на 2,6 триллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом в 2020 году россияне хотят потратить денег на покупку квартир и домов на 76% больше. Пропорционально этой цифре растет объем пересмотра ипотечных договоров в случае развода. Так как же разделить ипотечную квартиру без потерь с обеих супружеских сторон? Для начала предупредим проблемы. Начнем со свадьбы, точнее с заключения брачного договора. Даже если вы еще не знаете, будет ли совместная ипотека, подстрахуйте себя и супруга. В брачном контракте можно прописать имущественные положения, уже наступившие и гипотетически наступающие. Например, то, что в случае оформления ипотеки и последующего развода собственником недвижимости остается кто-то из супругов, а кредит вы платите пополам. Или право стать основным заемщиком переходит к тому, кто проживает в квартире. Напомню, брачный договор можно заключить в любой момент, до и после бракосочетания. Так что если вы женаты хоть 20 лет и возникла необходимость в ипотеке, сходите к юристу, который грамотно пропишет все условия. Брачные контракты – мировая практика, позволяющая избежать огромного клубка неприятностей. У нас же никак не войдет в тренд привычка обезопасить себя и свое имущество. В брачном контракте прописывают имущественные положения и отношения к недвижимости в случае развода. Личное имущество остается личным и не делится при аннуляции отношений. Обязательства по кредитам каждого из супругов остаются у каждого свои. Или наоборот, часть кредитов, включая ипотечные, будет выплачиваться в определенных долях при разводе. Это, например, может случиться при следующих обстоятельствах. Квартира была взята в ипотеку, ответственным заемщиком была работающая жена. После рождения детей она увольняется с работы, а потом супруги решают развестись. В ипотечной квартире остается неработающая мать с несовершеннолетним ребенком. Возможные пути решения. Закрепить за бывшим супругом обязательства по выплате ипотеки. Либо супруги не договорятся, мать не в состоянии платить за квартиру, ее надо будет продать. На самом деле есть масса вариантов и вариаций. Подобрать оптимальный для каждой семьи может только юрист. Рассмотрим ситуацию, когда необходимо разделить обязательства между супругами по мировому соглашению, когда они уже знают и договорились, как хотят платить ипотеку, кто будет жить в спорной квартире. В таком случае кто-то из супругов должен будет инициировать подачу иска в суд, без разницы кто. Берем документы на квартиру, справку об оставшемся долге у банка, ипотечный договор, свидетельство о браке или уже свидетельство о его расторжении. Пишем исковое заявление и оплачиваем госпошлину. Суд может привлечь в качестве третьего лица банк, но на практике банки в 90% игнорируют такие обязательства. Им все равно, как вы между собой распределите платежи. Им важно, чтобы они поступали, а договор не менялся. Спрашивать они будут с ответственного заемщика. Логичный вопрос. Зачем супругам нужно мировое соглашение по разделению ипотеки? Если его не будет, применяется стандартный порядок. Заемщик будет платить, пока не выплатит. Но есть важное обязательство в случае развода, которые многие не учитывают. Тот, кто платит, тот и музыку заказывает, а в нашем случае имеет право на собственность. Так что бывший муж, выплатив за квартиру все деньги, может в ней жить. Ты отец, ты и плати. Не всегда работает в выгодную для матери сторону. Если одна из сторон не согласна на раздел по мировому соглашению, суд определит порядок выплат и проживания в ипотечной квартире. Будут учитываться следующие обязательства. Размер долга. Фактические выплаты и отчисления от каждого из супругов. Кто проживает в квартире, учитывая несовершеннолетних детей. Есть ли другая пригодная для жизни недвижимость. И кредитная история каждого из супругов. Суд также может привлечь банк в качестве третьей стороны, но банки, как правило, настаивают на неизменении ипотечного договора и ролей супругов в выплатах. Когда вы идете в банк, чтобы взять квартиру в ипотеку, учитывайте два обстоятельства. То, что задача банка заключить с вами контракт и забыть о вас, получая выплаты в срок и в нужном размере. То, что для банка платит кто-то один, а второй может быть созаемщиком или вообще поручителем, обязательства по своевременному внесению средств лежат на том, кто прописан как ответственный заемщик. Были ли у вас схожие ситуации? Делитесь своим опытом в комментариях под этим видео. А с вами была команда Юпитер Стар, и я Валентин Бахвалов. До встречи в следующих видео. Юпитер Стар.